Ювелирные украшения любят и археологи, и историки, и антропологи, ибо порой ювелирные эры совпадают с главными историческими эпохами. Удобно изучать. Эпоха короля Георга, это высококаратное серебро и злато, черные бриллианты. Викторианская эпоха, витиеватость линии, розовое злато, жемчуг, бирюза и фальсификации. Эпоха модерна принесла восточный колорит и легкость изделия. Арт-деко угадывается по обтекаемым формам. Что и кто делает современное украшение культовым на все времена. Я Вика Чума, историк искусств, и это мой канал для русскоговорящих и англочитающих. Поддержать мой проект можно финансово по ссылке под видео, словесно в комментариях и лойсах. Я появляюсь на этом канале по четвергам. Всем стиль. Что для тебя красота? Отец его был владельцем пороховой лавки. Дело отца он продолжать не захотел, чем огорчил мать, ибо она молвила, что злато и украшения нужны только королям, а порох всем и всегда. Она была права в том смысле, что на дворе шел 19 век, время кровопролитных войн, но и ошиблась, ибо начиналась эра новых буржуа, сформировались первые капиталы и явился класс людей, не связанных с правящими династиями, но связанных с нефтью. А на черное злато отлично покупается и желтое, так что среди его покупателей будут и династии, и новые богачи. Не упомянула имя его, а оно элегантное. Луи Франсуа, Картье. Высший эшелон Картье продвинулся по старому доброму инфлюенсу, и мы дышим родимым. Тут на днях, в 1856-м, Матильда Бонапарт шарахалась по улице, забрела в бутик мастера и прикупила что-то. Ладно, не прям сама набрела, до нее уже там побывала мадам Еверкерк, бести Матильды. Мотя заметила у той какие-то побрякушки и позарилась. Но надо понимать, с кем Матильда вошкалась, с Евгенией. А Женя была главной модной инфлюенсершей 19 века, покровительница портных, влиятельница на моду европейскую. Новости о том, кто и что надевает при дворах. Телеграф, разносил от Филадельфии до Санкт-Петербурга вмиг. Богачи поплыли в бутик Картье. К бизнесу позже подключится и сын основателя, и внуки. Один из коих купит 6-этажный магазин за ожерелье из жемчуга. В 1916-м Пьер Картье выставил в салоне 2 жемчужных ожерелья стоимостью $1 миллион каждое. Магнатова жена Мэйзи Плант, встретившись взглядом с жемчужными нитями, была очарована их красой, но не очарована ценой. Пьер Картье вдруг понял, что 5-этажный особняк супруга Мэйзи на углу 5-й авеню подходит бренду так же сильно, як жемчуг подходил Мэйзи. Картье предложил жемчуг за дом и щедрые $100 сверху. 60-летний магнат Мортон Плант, мощно влюбленный в свою супругу, согласился. Сия леди в жемчуге, та самая Мэйзи. На ней тот самый жемчуг стоимостью в целый дом, известный миру як флагманский бутик бренда и по сей день. Держал в давние времена Картье всех, во-первых, эксклюзивностью. Ни у кого, кроме тебя, такой броши не будем. В подобном на бал никто не заявится. Скажем да каменям и нет стрессу. Во-вторых, технологиями. Картье стал использовать платину. Она дороже злата и серебра, но зато прочнее, а потому выдерживает в закрепе больше камней. А что еще требуем сильным мира сего? Он усыпал дам бриллиантами, а они его славой. И в-третьих, новаторством. 1904 Луи, уже внук основателя, создает наручные часы для своего друга-летчика. Тот знал, что карманные часы ему насточертели во время полетов. Так часы Сантос, названные в честь друга, стали новым направлением компании. Об узнаваемых формах бренда я поведаю тебе на случай, ежели ты не хочешь носить пошлые омажи, так что надо разбираться, на случай, ежели у тебя уже есть такое отмасика, и хотелось бы понимать, что к чему, ну и на мой случай, любые знания это секси. Все знают 2 браслета, просто гвоздь и браслет Love. За обе легенды бренд обязан гению Альдо Чипула. Еще его отец был завязан в бизнесе украшений, а, как известно, основу образования мы получаем в детстве. Уже взрослый Альдо баял о том, что ювелирный бизнес нуждается в радикальных изменениях. Он предлагал сочетать в ювелирных изделиях элементы разных эпох и целей, новаторил. Несколько лет работы в компании, и Альдо создает тот самый браслет Love в духе средневекового пояса верности, что ныне на каждой зимующей в Дубае. Смак и легендарность изделия в его замке. Браслет невозможно снять без специальной маленькой отвертки. Держит у себя отвертку тот, кто преподнес
украшение, символ вечной любви, от коей поди избавься. Интернет тебе предложит мелодраматичную историю, что Альда придумал его после тяжелого разрыва с возлюбленной. Альда же бизнесовски полагал, что современным людям нужны символы, которые прочно связаны с любовью. А с точки зрения бизнеса, браслет Love вызвал революцию в ювелирной индустрии, ибо его можно носить, да, и не снять, непрерывно днем и ночью, как в повседневности, так и на вечеринке, сочетать его с другими украшениями, потому что приходится, и образами классика. Люблю байку журнала Vogue, что в нью-йоркских больницах врачи держали под рукой отвертку от браслета на случай, если пациенту нужно будет срочно удалить аксессуар. А вот что не байка, так это то, что подделывают браслеты мощно еще с 70-х. Котируемый и ликвидный товар. Бренд борется сегодня с фейками с помощью серийных номеров. Ну, конечно, контрафакт может быть идеальным. Помни и бойся. Второе, чему браслет гвоздем всколыхнул общественность, тоже Альдо придумал. Он такой Вирджил Абло предыдущего века. Оба умели превратить простоту в гениальность, в оригинальность, сотворить артистичный, минималистичный хай-тек. Альдо вспоминал, что хотел представить в полной мере самый современный дизайн, могучее, повседневное урбанистическое украшение. Чему гвоздь гениально, а не то, чтобы прям каждый может. Объясню научно. А есть понятие скевоморфизм, когда дизайн и форма объекта перенесены на продукт с иными функциями, то бишь продукт изготовлен из других материалов, отличающимся методом. Самый яркий пример скевоморфизма — иконки в телефоне, имитирующие предметы из реальной жизни. Трубочка, блокнотик. Альдо взял гвоздь, як изобретение человечества, и сказал: «Так-то браслет, алло». В будущем, когда гвоздь исчезнет из быта, як ушла от нас трубка телефона, а иконка ее осталась, браслет станет еще эпохальнее. Тебе дизайнер скажет, что это новаторство 70-х, а философ, что это образец симулякра. Но это нам с тобой пока еще рано, надо побыть в отношениях ютубных пару месяцев для таких тематик. Завершим погружение в Cartier мотивом пантеры, мелькающим там-сям. Впервые мотив пантеры явился на платиновых часах с ониксом и бриллиантами в коллекции 1914 аж. Придумала его Жанночка Тусен, арт-директор бренда и муза Луи Картье, который внук основателя, который с часами еще был, да? Он звал ее пантерой. Прозвище подхватили окружающие, и так интимное стало публично мировым. Но иногда история украшения может быть не завязана на бренде вовсе. Что для тебя красота? Я поведаю вам о предмете ювелирном, что я считаю показателем вкуса ныне для себя и для моего партнера тоже. Предмет открыт для всех гендеров сегодня, но историю украшения имеет весьма феминистическую. Про подмышки тут ничего не будет, мой мальчик, не пужайся. Предмет — коктейльное кольцо. Носят его на правой руке, ибо в всей руке держат бокал с коктейлем. Но на яком пальце, и тут тебе необходима история, мой пряничек. Ревущий 20-й или джазовый век. Все возвертались к миру на жизни, а после разрушительной войны женщины получили право голоса, возможность работать вне дома, не носить корсеты, но носить юбки покороче и штанцы. Явилось время флипперов. Термин флиппер изобрели для описания новой породы эмансипированных дамочек. Они укоротили косы, сделали яркий макияж, научились танцевать под джаз, безбожно пить и курить. 20-е же вместе с тем были полны жестких запретов, и один из них — сухой закон. А запрет рождает спрос, потому секретные, нелегальные местечки под именем Speak Easy делали бизнес красиво. Такие подпольные клубы, вход в которые был по кодовому слову, управлялись гангстерами, а подкреплялись запретными коктейльными вечеринками. Кстати, из-за постоянных запретов коктейльная культура и зародилась, ибо контрабандный алкоголь оказывался столь грустным и невкусным пойлом, что треба как-то было его другими ингредиентами вуалировать, чтобы пригодно было для питья всяческое хрючево. Так, что кольца? А публика клубов состояла из богатых, где дамы соревновались, чей туалет краше. Тогда и появились они на пальчиках дам. Для заказа коктейля в переполненном баре девушке было достаточно поднять правую руку вверх, где на указательном пальце тусовался драгоценный маячок для официантов. И постепенно коктейльные кольца от нелегальной барной моды стали методом самовыражения женщины и демонстрации независимости. Я заказываю, я поднимаю пальчик, чтобы его увидел мальчик. Еже первые коктейльные кольца были выполнены в викторианском стиле, ну там или в стиле арт-деко, то после отмены сухого закона в 1933-м стиль их менялся вместе с модой, и у кольца появилось еще одно название — right hand ring,
И вот оно уже впрямую стало символом для свободных женщин, мечтающих завоевать мир, отказавшихся от традиционных семейных ценностей. Еще раз, в ту пору женщины не отказались от ухода за собой и не пришли к мужененавистничеству, а стали свободными. Ну, здесь я про кольца. Чаще всего коктейльные кольца были мощно дорогие, с крупными желтыми бриллиантами, которые женщина покупала на свои сбережения. Сие и было демонстрацией того, что женщина способна достичь всего сама, и не стоит ей тратить время на ожидание заветного обручального кольца, непростого украшения, 2 сердец одного решения. А в 50-е коктейл ринг стала Gina Ring. Богатые знаменитые леди не упускали шанс уведомить о своей роскоши на торжественных приемах и ужинах. В 60-е коктейльное кольцо превратилось в бижутерию с приходом в мир пластика. Ныне не столь важно, якой палец занят сим кольцом у дамы, но у мужчины коктейльные кольца для меня стилистически элегантно смотрятся лишь на мизинце. Еще Плиний Старший молвил на вроде того, что кольцо на мизинце у мужчины указывает на статус и достаток. Само кольцо с печаткой на мизинце — старинный обычай английских принцев. Понеслось все от сыновей королевы Виктории, кои, взяв пример у немцев, надели свои обручальные кольца и кольца с печатками на левый мизинец. В королевской практике ныне кольцо сидит на мизинце у старшего сына, кто наследует трон. Традиционно оно из 18-каратного злата и подарено на 21-й день рождения. На кольце стоит фамильный герб и символ власти, и печать для писем. Под кольцом с печаткой может быть обручальное кольцо. Тенденция проявилась и в других странах, особенно во времена Франклина Рузвельта, чья манера носить семейную печатку на мизинце в британском стиле произвела впечатление на Уинстона Черчилля. Кольцо на мизинце Рузвельта было сделано из злата, в центре располагалась кровавая яшма, где был выгравирован герб семьи Рузвельт, а на внутренней стороне дата 1853, год женитьбы отца Рузвельта. Рузвельт унаследовал кольцо от отца, носил всю жизнь, и после его ухода кольцо досталось старшему сыну. Сия была краткая история про мужской мизинец как место для колец, хоть семейного, хоть коктейльного. В следующий раз, когда вы будете держать бокал в руке, украшенный коктейльным кольцом, не забудьте поднять тост за флиппер в 20-х и за меня. Что для тебя красота? Коктейльное кольцо привлекало своим блеском, а блеск одним металлом порой не создашь. Хотя и одного камня бывает недостаточно. Когда-то Лоуренсу графу надоело чинить старые украшения, а потому он договорился с торговцем и заполучил 33 небольших бриллианта. Вместо того, чтобы сотворить 33 кольца, он использовал все бриллианты, дабы соорудить одно. Прибыль от продажи принесла предложение на изготовление другого, и Лоуренс осознал: люди хотят сверкать, как новогодние лампочки. Вот она жила. Он понял енту жизнь от слияния вечного с бесконечным и помчался за кошельками. Сингапур, Ближний Восток, богачи, султаны. Короче, не просто визитки раздавал. В Сингапуре граф встретил тогда еще принца, а затем 29-го султана Брунея Хасанала Болкиаха, наследника 20-миллиардного состояния, и стал буквально придворным ювелиром королевской семьи, коя за 20 лет приобрела у графа бриллиантов, на добрые миллионы долларов. В одном из интервью граф молвил, что султану Брунея он обязан своим состоянием. Но еще, я думаю, нефтяным магнатам тоже немножко. Через руки Лоуренса графа прошли самые известные и крупные бриллианты в мире. Бизнес Лоуренс сделал со страстью. Он изучал все экземпляры алмазов вплоть до редких и создал свою поисковую службу для отслеживания ценных экспонатов. В его мастерских на свет родились одни из самых качественных, больших и дорогих в мире бриллиантов. Что до мистических бриллиантов, на то есть черный Орлов. История его привлекает, ибо любит человек загадки больше, чем раскрытые книги, но также быстро человек теряет к загадкам интерес, а после найденного ответа. Так может лучше быть раскрытой книгой, кою можно читать и любить всю свою жизнь. Я Вика Чума, всем стиль. Так что для меня красота? Может, все это в одном, может, все это в бокале, может, все это со льдом.